Всем привет! Сегодня будем разбираться, как же отличить подделку от оригинала. Потому что заметил такую ситуацию, что некоторые продавцы более-менее добросовестные хотя бы указывают, что у них там цепь копия, аналог, а некоторые даже не указывают, что у них подделка. То есть они продают подделку по цене оригинала. То есть это уже как бы перебор. Поэтому сегодня покажу, как выглядит оригинальная цепь, как выглядит подделка. В общем-то, покажу и расскажу, на что нужно обращать свое внимание. Итак, перед нами две цепи. Дам вам немножко времени подумать, где у нас оригинал, а где подделка. Свои варианты пишите в комментарии. Итак, начнем. Коробки. Коробки есть нескольких типов. То есть есть вот такие вот коробки. То есть это у нас копия подделки. Вот так вот выглядит оригинал. Есть другие копии подделки более низкого качества. Там вместо штиля может быть написано стил, ст, без там просто как-то стих. То есть по-разному меняют местами буквы, там сокращают. В общем-то неважно. Это все у нас дешевые подделки. То есть там легко определиться, что это подделка. Есть подделки, где уже коробка, то есть выглядит как оригинальная. То есть один в один. Вот у нас как оригинал, да. Вы как бы без прямого сравнения с оригиналом вы не отличите, подделка это или нет. Итак, как же отличить? На самом деле, если вы держали в руках оригинал, то просто беря в руку подделку, вы уже понимаете, что это не оригинал. Ну, качество металла совсем другое, это чувствуется. Но мы сейчас будем немножко более детально изучать, чем же отличается подделка от оригинала. Оригинал у нас, смотрите, то есть оригинальная цепь у нас вот такого вот синего оттенка, равномерный оттенок, на всех зубьях одинаковый. Это первый момент. На подделке оттенок он такой какой-то мутный, какой-то неравномерный, вот как на зубе, на вот этом вот. То есть видно, оттенок везде отличается. Это первое. Второе. На оригинальной цепи у нас надпись штиль под таким вот наклоном. И она выбита таким вот, как сказать, тоненьким шрифтом. На ощупь практически он не ощущается. Итак, на подделке у нас также имеется надпись штиль. Но это, кстати, имеется не на всех подделках, только на таких более высокого качества. Но нанесена она здесь у нас, видите, ровно. И немножко такой шрифт более углубленный, что ли. Вот, это второй момент. Третий момент. Внимательно смотрите на режущий зуб. Они все должны быть одинаковыми, то есть угол заточки и длина зуба. А также обращайте внимание на вот эту вот насечку, которая означает у нас угол заточки, а также максимальный предел износа зуба. То есть здесь вот эта вот насечка, она как будто бы выбита зубилом, что ли. То есть есть такая канавка. На оригинале эта насечка еле-еле заметная. Она нанесена как будто бы лазером. То есть такая вот тоненькая полосочка. Также обращайте внимание на боковую насечку. То есть обратите внимание, какая она здесь, на оригинальной цепи, также тоненькая и имеет вот такой вот небольшой угол. И посмотрите, какая насечка у нас, вот такая вот закругленная на подделке. Итак, следующий момент, на что нужно обратить внимание, это вот эти вот треугольники. Они всегда смотрят в сторону зуба, то есть вот так вот, по направлению цепи. И имеют вот на подделке, они имеют вот такое вот сильное углубление. И также они отличаются по размерам. То есть здесь у нас крупнее треугольничек, здесь уже он поменьше. То есть они отличаются. Вот два, я думаю, видно. Один больше, другой меньше. Также на подделке они могут быть вот так вот. То есть один направлен в одну сторону,
второй в другую. То есть на оригинале такого вы, конечно же, не встретите. На оригинале у нас все треугольнички ровные, все в одном направлении, и углубление у них небольшое, то есть они такие немножко как бы сглажены. Я думаю, это видно. Также обращайте внимание на вот эту вот эмблему штиля, то есть на подделке она вот такая вот, опять же, выбита криво, то есть такая углубленная. На оригинале она выглядит вот так вот. И еще на оригинальной цепи всегда с другой стороны есть вот такая вот маркировочка. Сейчас найду. Z1. Она также бывает и на подделках, но не на всех. На данной подделке этой маркировки нет. Ну и последнее, на что нужно обратить внимание, это на качество заклепок. То есть берем поддельную цепь и смотрим. Я думаю, видно, какого качества заклепки. То есть здесь вот так вот сделано, здесь у нас вот так, здесь вот так, здесь вот так вот. То есть все заклепки разные, заклепаны с разным усилием, все кривые, все косые. И берем оригинал. Везде у нас заклепки ровные, и они немножко как бы ниже по высоте заклепки на оригинале, чем на подделке. Ну, вроде бы основные моменты рассказал, как отличить оригинал от подделки. И еще такой момент, что вот эта вот цепь, подделка, она только с виду похожа на штиль. То есть она на самом деле ничего общего с оригинальной цепью штиль не имеет. Она у нас очень быстро тянется, цепь очень быстро тупится. В общем, ничего общего с оригинальной цепью у подделки нет, кроме внешнего вида. Ну и чтобы не попасться на подделку, старайтесь покупать цепи в фирменных магазинах, а не на рынках, не на маркетплейсах, потому что можно нарваться на подделку, а заплатить за нее как за оригинал. Потому что некоторые продавцы продают подделки под видом оригинала. И одно дело, если бы продавец продавал подделку и говорил, да, это копия, цена там соответствующая, там в 3-4 раза ниже, да. Но некоторые пытаются подделки продавать как оригинал. И некоторым это удается, к сожалению. Поэтому, ребят, будьте бдительны, чтобы не нарваться на подделку. А у меня на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.